Искренне приветствую всех вас, мои дорогие друзья! Мне приятно видеть, что с каждым днем вас на моем канале Криптоледи становится все больше и больше, ведь это действительно мотивирует меня записывать для вас все больше новых и интересных обзоров. Кстати, об обзорах. В этом выпуске я хочу познакомить вас с весьма интересным проектом, основная миссия которого строится на благотворительности, а если быть еще немного точнее, то на помощи, оказываемой менее состоятельным участникам рынка, чтобы они стали богаче и сильнее. Называется же данный проект Splash Network. Стоит отметить, что данный проект основан на базе Binance Smart Chain, что, я думаю, для многих из вас слышать это уже не удивительно, так как многие свежие проекты все чаще стали выбирать именно эту блокчейн-сеть из-за ее основных преимуществ, связанных с быстрой скоростью осуществления транзакций и минимальных комиссионных издержек при осуществлении любых транзакций. Поэтому появление такого количества проектов именно на этой блокчейн-сети я считаю вполне объяснимым явлением. А что по этому поводу, кстати, думаете вы? Почему все больше проектов базируется на BSC? Напишите свои домыслы по этому поводу в комментариях. А пока, возвращаясь к теме Splash Network, отмечу, что этот проект вместе с его токеном Splash полностью управляется сообществом. Следовательно, чтобы обеспечить ему должное существование, разработчики в его смарт-контракте прописали алгоритм, который при каждой транзакции взимает так называемый налог. О нем, я уверена, вы тоже уже не раз слышали на моем канале при обзоре других проектов. Так вот, данный налог составляет аж 10% и делится он на 3 части, где первая часть взимаемых токенов отправляется всем держателям токенов Splash в качестве поощрения за их хранение у себя на кошельках, вторая часть отправляется в пул ликвидности на PancakeSwap, и, наконец, третья часть отправляется на благотворительность, что, я считаю, очень мило. Дополняет же все эти механизмы еще и продуманная токеномика Splash Network, где суммарная поставка Splash составляет всего лишь 1 миллион токенов, вызывая тем самым уже некий дефицит для всех желающих его приобрести. Более того, стоит учитывать еще и тот факт, что от этого числа для продаж было выделено еще меньше токенов, а именно всего лишь 60% от общей эмиссии, что опять же не густо. Однако помимо всего этого стоит отметить, что более 20% токенов было выделено для обеспечения ликвидности, которая, кстати, заблокирована еще и сроком на 5 лет. Еще 5% токенов выделен для последующих листингов на других биржах, что опять-таки считаю весьма грамотным решением. Оставшаяся же часть токенов распределится на разработку, благотворительность и маркетинг. Если же говорить о покупке токена Splash, то купить его можно легко на PancakeSwap. Для этого вам, как всегда, понадобится ваш кошелек MetaMask, в котором вы обязательно должны будете перейти на сеть Binance Smart Chain, так как сам токен, я напоминаю, разработан именно на ней. При этом не забывайте указывать проскальзывание, которое, конечно, может равняться 10, но я бы все-таки рекомендовала делать его с запасом, ведь указывая его в диапазоне от 12 до 15, у вас появится больше шансов, чтобы ваша транзакция осуществилась самым быстрым образом. Однако, как бы там ни было, прежде чем покупать данные токены, проводите свое собственное, более подробное, глубокое исследование проекта. Для этого я всегда оставляю под видео все официальные социальные ресурсы проекта, где вы всего в пару кликов сможете присоединиться к той или иной соцсети, узнать интересующий вас вопрос напрямую от админа проекта, да и вообще лично пообщаться с их активным сообществом. Ведь напоминаю, что мои видео носят исключительно информационный характер и ни к чему вас не призывают. Поэтому вся ответственность за покупку токена лежит исключительно на вас. Что же касается моих мыслей относительно Splash Network, то, как по мне, данный проект интересен и имеет место быть, хотя бы по той причине, что часть прибыли от транзакций автоматически будет выделяться на благотворительность. А что по этому поводу скажете вы? Буду рада увидеть вашу обратную связь по Splash Network в комментариях. На этом мой небольшой обзор по Splash Network подошел к концу. Надеюсь, вы досмотрели этот ролик до конца. Искренне благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска.